В апреле 2019-го в Гранд-Каньоне рухнула скала размером с многоэтажный дом, и под ней обнаружили то, что геологи не могли объяснить несколько недель. Возраст находки превысил 500 миллионов лет, а один из предметов вообще не должен был там существовать по всем законам геологии. Но самое странное, это не камни и не окаменелости. Обвал произошел на рассвете. Туристов на тропе еще не было. И это спасло жизни минимум 20 человек, которые обычно проходят этот участок до 8 утра. Секция скального выступа весом около 3000 тонн отделилась от северной стены каньона и рухнула на глубину примерно 120 метров. Грохот был слышен в радиусе 8 километров. Несколько туристов в кемпинге приняли звук за взрыв. Когда геологи национального парка спустились к месту обвала, первое, что их остановило — запах. Из-под обломков шел устойчивый запах серы, что для этого участка каньона было необъяснимо. Ближайшие геотермальные зоны находятся в сотнях километров. Один из специалистов, Дэниел Форест, впоследствии описал этот момент в своем отчете как первый признак того, что мы имеем дело с чем-то нестандартным. Разбор завалов занял 4 дня. На третий день под крупным блоком известняка обнаружили полость. Природную камеру размером приблизительно 3 на 5 метров. Потолок полости был покрыт кристаллами кальцита, которым по предварительной оценке было не менее 100 тысяч лет. Это означало, что камера не вскрывалась как минимум с эпохи позднего плейстоцена. На полу камеры лежали окаменелости. Именно здесь начались настоящие вопросы. Среди стандартных морских организмов кембрийского периода, трилобитов и брахиопод, находились фрагменты, которые не вписывались в картину. 3 образца имели структуру, характерную для позвоночных животных, однако слой породы, в котором они залегали, датировался периодом раньше появления позвоночных на планете примерно на 40 миллионов лет. Палеонтолог Университета Аризоны Карен Лью, приглашенная на место в течение недели после обвала, взяла образцы на анализ и отказалась давать какие-либо комментарии прессе до получения результатов. Но не окаменелости оказались главной находкой. В дальнем углу камеры, частично вмурованный в стену, находился предмет, который сначала приняли за кусок антрацита, черный, плотный, с ровными гранями. Когда его извлекли и очистили, выяснилось, что грани действительно ровные. Слишком ровные для природного образования. Предмет представлял собой прямоугольный блок размером приблизительно 22 на 14 сантиметров с несколькими параллельными бороздами на одной из поверхностей. Радиоуглеродный анализ был бесполезен для такого возраста породы, поэтому использовали урано-свинцовый метод датировки по окружающей матрице. Результат показал возраст не менее 270 миллионов лет. 270 миллионов лет — это триасовый период. Никаких людей, никаких приматов, никаких существ с руками, способными обработать камень с такой точностью. Информация о находке не попала в прессу сразу. Национальный парк официально сообщил только об обвале и временном закрытии тропы. Данные о камере и предмете оставались внутри рабочей группы почти 3 месяца. До тех пор, пока один из участников группы не опубликовал фотографии на закрытом форуме геологов, откуда они утекли в открытый доступ. Фотографии разошлись по сети за 48 часов. На снимках был виден тот самый прямоугольный блок на фоне линейки для масштаба. Параллельные борозды на его поверхности оказались абсолютно одинаковыми по глубине и расстоянию между собой. Геологи на форуме разделились на 2 лагеря немедленно. Одни настаивали на природном происхождении, другие требовали независимой экспертизы. Карен Лью получила результаты анализа окаменелостей через 6 недель после обвала. 3 образца с аномальной структурой действительно оказались фрагментами позвоночных, предположительно рыбообразных существ. Это само по себе не было бы сенсацией, если бы не один факт. Образцы залегали в слое, который по стратиграфии каньона относится к кембрийскому периоду. Туда, где позвоночных быть не должно. Лью предположила 2 варианта. Либо ошибка в датировке слоя, либо образцы попали в этот слой позже в результате геологического смещения. Оба варианта требовали дополнительных исследований. Параллельно минералог из Университета Невады Томас Брайт провел независимый анализ прямоугольного блока по фотографиям и образцам породы, переданным ему через коллег. Его вывод был однозначным. Материал блока идентичен вмещающей породе по химическому составу. Это означало одно из двух. Либо предмет сформировался естественным путем из той же породы, либо был изготовлен из материала, добытого в том же месте. Второй вариант Брайт счел менее вероятным, и именно по этой причине он не стал его публично отвергать. В своей заметке, опубликованной в узкоспециализированном издании, он написал дословно следующее: «Симметрия борозд не является достаточным основанием для утверждения об искусственном происхождении. Однако их точность выходит за пределы известных механизмов природного образования аналогичных структур в известняке». Тем временем в самой полости продолжали работу. На 5-й день после ее вскрытия в северо-восточном углу обнаружили второй объект. На этот раз вмурованный
замурованный значительно глубже, практически в основании стены. Это был не блок. Это была окаменелость, но не животного. Структура напоминала растительную, однако ни один из присутствовавших специалистов не смог идентифицировать ее с известными видами флоры соответствующего периода. Размер около 40 сантиметров в длину. Форма спиральная, с правильными оборотами, слишком правильными для органики. Снимки второго объекта в открытый доступ не попали. Рабочая группа к тому моменту уже ввела внутренний запрет на любую утечку материала. Однако один из участников группы позднее описал находку в анонимном письме, которое было опубликовано на нескольких научных блогах. Автор письма указал, что спиральный объект был изъят и передан в лабораторию Смитсоновского института в Вашингтоне, без публичного объявления и без занесения в открытый реестр находок национального парка. Именно этот факт, отсутствие в реестре, стал точкой, с которой история вышла за рамки научного сообщества. Журналист издания о науке и технологиях Маркус Уэйн сделал запрос в Национальную службу парков о составе всех объектов, изъятых с места обвала. Ответ пришел через 21 день и содержал список из 17 позиций. Спирального объекта в списке не было. Маркус Уэйн отправил повторный запрос, на этот раз с прямым указанием на анонимное письмо и описанием спирального объекта. Ответ не пришел вообще. Через 35 дней он подал официальный запрос по закону о свободе информации. Еще через 60 дней получил ответ из 9 страниц, 8 из которых были полностью закрашены черным. Единственная читаемая фраза в документе гласила: «Указанный объект не входит в юрисдикцию Национальной службы парков». Карен Лью к этому моменту уже не отвечала на запросы журналистов. Ее страница на сайте Университета Аризоны была обновлена. Из списка текущих проектов исчезло всякое упоминание о Гранд-каньоне. Дэниел Форест, геолог парка, составивший первый отчет, ушел в отпуск на неопределенный срок через 2 недели после публикации фотографий в сети. Томас Брайт оказался единственным, кто продолжил говорить публично. В октябре 2019-го он выступил на конференции по геологии осадочных пород в Солт-Лейк-Сити и представил расширенный анализ прямоугольного блока. Его доклад длился 22 минуты. Главный вывод звучал так. Борозды на поверхности блока имеют угол наклона ровно 90 градусов к основной плоскости с погрешностью менее 1 градуса на всем протяжении каждой линии. Природные процессы, давление, кристаллизация, эрозия не производят структур с такой точностью в известняке данного типа. Зал замолчал. Не из вежливости, несколько присутствовавших геологов впоследствии описывали этот момент одинаково. Никто не знал, что сказать. Один из старших участников конференции, специалист по кембрийским отложениям с 30-летним стажем, задал единственный вопрос. Вы уверены в датировке вмещающей пород? Брайт ответил, что датировку проводили 3 независимые лаборатории, и все 3 дали результат в диапазоне от 260 до 280 миллионов лет. Запись доклада появилась на канале конференции и набрала за первые 2 суток около 800 тысяч просмотров. Рекордный показатель для узкоспециализированного геологического мероприятия. Затем видео исчезло. Организаторы конференции сообщили о технических проблемах с хостингом. Копии, сделанные зрителями, продолжали циркулировать в сети еще несколько месяцев. Параллельно независимый исследователь из Колорадо по имени Рэй Солано провел собственное изучение общедоступных спутниковых снимков участка каньона до и после обвала. Он обнаружил, что на снимках 2-летней давности в зоне будущего обвала присутствует аномалия, темное пятно на поверхности скалы, которое он интерпретировал как трещину нестандартной формы. Пятно имело прямолинейные границы. Солано опубликовал сравнение снимков в своем блоге с заголовком «Скала не упала сама». Пост набрал 4 миллиона просмотров за неделю. Геологи, комментировавшие публикацию Солано в профессиональных сообществах, в большинстве своем сочли интерпретацию снимков некорректной. Темное пятно с большей вероятностью являлось зоной выветривания или водяным следом. Однако никто из них не смог объяснить прямолинейные границы пятна, которые на снимках действительно выглядели нехарактерно для природного образования. К декабрю 2019-го история разделилась на 2 потока. Первый — академический, почти полностью замолчавший после исчезновения видео с конференции. Второе — публичный, разросшийся до масштабов, которые уже невозможно было игнорировать. В этот момент в дело вступила 3-я сторона, о существовании которой никто не знал до января 2020-го. В январе 2020-го группа спелеологов из Денвера подала заявку на исследование системы пещер в нижней части каньона, в 3 километрах от места обвала. Заявка была стандартной, разрешение получено за 2 недели. Никто из официальных лиц не обратил на нее внимания. Группа из 5 человек спустилась в каньон 12 января. Они искали продолжение уже частично изученной пещерной системы, задокументированной еще в 70-х. То, что они нашли, в эту систему не входило. На глубине около 80 метров от поверхности, за узким проходом, который предыдущие экспедиции не
фиксировали. Открылся горизонтальный тоннель. Длина, по показаниям лазерного дальномера, не менее 170 метров. Ширина стабильные 2 метра на всем протяжении. Потолок ровно 2 метра 40 сантиметров в высоту, с отклонением в пределах 3 сантиметров на всей длине. Руководитель группы Патрик Сол записал на видео первые 20 минут в тоннеле. На записи слышно, как один из участников повторяет одно слово несколько раз подряд. Тихо, почти шепотом. Это слово ровно. Стены тоннеля не имели следов инструментов, не имели царапин, не имели характерной для природных пещер неровной текстуры. Поверхность была матовой и однородной, как отшлифованная, но без блеска полировки. Образцы породы со стен Сол собрал лично. 12 фрагментов из разных точек. Анализ, проведенный в частной лаборатории Денвера, показал тот же известняк, что и вся порода каньона в этом слое. Никаких следов механической обработки на молекулярном уровне, но и никакого объяснения, каким природным процессом мог сформироваться тоннель с такой геометрией. Сол отправил отчет в Национальную службу парков 18 января. Ответ пришел через 3 дня. Короткий. Тоннель внесен в реестр, дальнейшие исследования требуют новой заявки и сопровождения официального представителя парка. Новую заявку Сол подал 22 января. Разрешение не было выдано ни через месяц, ни через 3. Официальная причина дает проведение собственных исследовательских работ в указанном секторе. Видеозапись Сол все же опубликовал в марте 2020, когда стало очевидно, что разрешение он не получит. Запись длилась 18 минут. Качество было достаточным, чтобы увидеть главное — идеальную прямолинейность тоннеля и однородность стен. За первые сутки запись посмотрели около 6 миллионов человек. Но важнее публичной реакции было то, что произошло в конце тоннеля. Сол дошел до дальней стены и обнаружил, что тоннель не заканчивается тупиком. Он упирается в завал, относительно свежий, судя по состоянию обломка. По оценке Сола, завал образовался не более 100 лет назад. За завалом, судя по эху от брошенного камня, находилось большое пространство. Это пространство располагалось точно под местом апрельского обвала 2019-го с погрешностью около 20 метров по горизонтали. Сол указал на это в своем отчете отдельным пунктом, выделив его заглавными буквами. В официальном ответе парковой службы этот пункт не был упомянут вообще. Томас Брайт, узнав о тоннеле, связался с Солом напрямую. Их переписка стала известна позднее. Из нее следовало, что Брайт немедленно запросил образцы породы из тоннеля для сравнения с материалом прямоугольного блока. Сравнение показало полное совпадение минерального состава. Прямоугольный блок и стен тоннеля были сделаны из одного и того же камня, взятого из одного и того же места. Совпадение минерального состава поставило перед Брайтом вопрос, который он сформулировал письменно и отправил 3 коллегам. Если блок и стены тоннеля состоят из одной породы, и тоннель явно старше любой человеческой деятельности в регионе, кто и когда обработал этот камень? Один из коллег ответил немедленно. Профессор геохимии Стэнфордского университета Виктор Ланге написал одно предложение. «Том, ты понимаешь, что ты только что описал?» Ланге прилетел в Денвер через 4 дня. Он привез с собой результаты собственного анализа. Не образцов из тоннеля, а данных из совершенно другого источника. В 1997 году Ланге участвовал в исследовании аномальных геологических структур в штате Юта, в 180 километрах от Гранд-каньона. Тогда они обнаружили несколько вертикальных цилиндрических полостей в известняке, идеально круглых в сечении, диаметром около метра, глубиной до 30 метров. Официальное объяснение того времени — природные трубки растворения. Ланге тогда принял эту версию. Теперь он достал старые образцы из архива и провел повторный анализ. Минеральный состав стенок юташских полостей совпал с составом тоннеля Сола и прямоугольного блока из каньона. 3 объекта, разделенные 180 километрами, были буквально сделаны из одного и того же камня. Точнее, из камня с идентичным изотопным профилем, что в природе встречается только если породы формировались в одном месте и в одно время. Это означало, что все 3 объекта либо возникли в одном геологическом событии, либо кто-то перемещал материал между этими точками. Второй вариант при датировке в 270 миллионов лет не укладывался ни в одну известную концепцию истории Земли. Ланге и Брайт решили не публиковать эти данные немедленно. Вместо этого они разослали запросы в 7 университетов с просьбой провести независимую верификацию изотопного анализа. 4 университета отказали без объяснений. 2 согласились, но результаты так и не были переданы. Оба исследователя, взявшихся за работу, сообщили о невозможности продолжения в течение 2 месяцев. 7-й университет, небольшой канадский институт в Калгари, согласился и провел анализ полностью. Результат из Калгари пришел в августе 2020-го. Изотопный профиль совпадал по всем 3 объектам с точностью 97%. Исследователь из Калгари, доктор Надя Войт, добавила к результатам собственный комментарий. Она нашла в научной литературе единственный задокументированный случай столь высокого изотопного совпадения между географически удаленными образцами. Это был метеоритный материал. Фрагменты одного метеорита.
упавшие в разных точках. Войт не утверждала, что объекты имеют внеземное происхождение. Она просто указала, что единственный известный науке механизм, производящий такое совпадение, это единый источник материала. Для метеоритов источник очевиден. Для известняка триасового периода в американском юго-западе нет. В сентябре 2020-го Брайт наконец подготовил статью для публикации в рецензируемом журнале. Статья описывала прямоугольный блок, изотопный анализ и совпадение с юташскими полостями. Без каких-либо выводов об искусственном происхождении, только факты и данные. Журнал принял статью к рассмотрению. Через 3 недели редакция сообщила, что статья отозвана из процесса рецензирования по просьбе автора. Брайт никакой просьбы не подавал. Он позвонил в редакцию. Ему сообщили, что запрос на отзыв поступил по электронной почте с его адреса. Брайт немедленно сменил все пароли и подал жалобу. Расследование установило, что письмо было отправлено с его адреса с устройства, которое он никогда не видел, из города, в котором он никогда не был. Из Вашингтона, округ Колумбия. Брайт опубликовал статью самостоятельно, разместил полный текст с данными на открытом научном репозитории, минуя рецензирование. Это решение стоило ему должности. Через 2 недели после публикации Университет Невады уведомил его о реструктуризации кафедры и предложил досрочный выход на пенсию с полным сохранением выплат. Брайт отказался. В декабре 2020-го его контракт не был продлен. Статья тем временем набрала 40 тысяч скачиваний за первый месяц. Рекордный показатель для репозитория в разделе геологии. Ее прочитали. Ее цитировали. Ее также методично опровергали. В течение 3 месяцев появились 4 разгромные рецензии от анонимных авторов под общими институциональными подписями. Все 4 атаковали методологию изотопного анализа, не касаясь геометрии борозд и тоннеля вообще. Надя Войт из Калгари опубликовала ответ на все 4 рецензии одновременно. 7-страничный документ, в котором разбирала каждое возражение по пунктам. Ее главный аргумент был прост. Критики оспаривали точность изотопного анализа, но ни один из них не представил альтернативного анализа тех же образцов. Без этого их возражения были теоретическими. Ответа на ее документ не последовало. В феврале 2021 произошло то, что окончательно изменило масштаб истории. Независимый исследователь из Техаса, бывший военный геолог Стивен Карр, опубликовал результаты собственной работы, которую он вел параллельно, не зная о существовании группы Брайт. Карр изучал архивные геологические отчеты по Гранд-Каньону за период с 1920 по 1970 год и обнаружил в них систематический паттерн. В 23 отчетах за этот период упоминались аномальные полости или нестандартные геологические образования в различных секторах каньона. Все 23 упоминания сопровождались пометкой «Передано в федеральное ведомство» без указания, в какое именно. Ни один из этих объектов не фигурировал в последующих публичных исследованиях. Карр нанес все 23 точки на карту. Точки образовывали рисунок. Не случайный кластер, рисунок с явной структурой. 3 концентрические дуги, ориентированные по оси север-юг, с равными промежутками между дугами около 8 километров. В центре рисунка находилась точка апрельского обвала 2019 года. Карр был осторожен в формулировках. Он написал, что рисунок может быть случайным совпадением, обусловленным особенностями геологического строения каньона. Но он также написал, что вероятность случайного возникновения такой структуры при равномерном распределении точек составляет менее 1%. Его расчет проверили 3 математиков независимо. Все 3 подтвердили цифру. Брайт увидел карту Карра и немедленно наложил на нее данные о юташских цилиндрических полостях из архива Ланге. 3 юташские точки легли точно на продолжение внешней дуги с отклонением менее километра. Структура расширялась за пределы каньона. Ланге, получив совмещенную карту, не произнес ничего в течение нескольких минут. Затем он открыл базу данных геологических аномалий, которую вел лично с 1989 года и начал проверять координаты. За следующие 2 часа он нашел еще 9 точек в радиусе 500 километров, задокументированные им самим или его коллегами объекты, которые в свое время получили стандартные природные объяснения и были забыты. Все 9 точек легли на те же дуги. Ни одна не выбилась из структуры более чем на 2 километра. Структура охватывала территорию площадью около 150 тысяч квадратных километров. И кто-то знал о ней как минимум с 1920 года, потому что именно тогда появился первый архивный отчет с пометкой «Передано в федеральное ведомство». Ланге позвонил Карру в 3 часа ночи. Он не извинился за время. Просто сказал: «Я нашел еще одну точку. Она не вписывается в дуги». Карр попросил координаты. Ланге продиктовал. Карр нанес точку на карту и замолчал на 20 секунд.
Новая точка находилась в центре всей структуры, точно в центре, с погрешностью менее 500 метров. И это была не геологическая аномалия из архива. Это была точка, которую Ланге нашел в совершенно другом документе. В рассекреченном отчете военно-геологической службы армии за 1948 год. Отчет описывал плановое бурение в рамках послевоенной геологической разведки. На глубине 190 метров бур прошел через пустоту. Размер пустоты по показаниям зонда дождь не менее 60 метров в диаметре. Форма сферическая. Стены не характерны гладкие для природной полости. Бурение было немедленно остановлено. Дальнейшие работы на участке засекречены. Следующие страницы отчета в рассекреченной версии отсутствовали. Координаты бурения из отчета 1948 года совпадали с центром структуры, которую Карр вычертил по 23 архивным точкам и 9 точкам Ланге. Центральная точка находилась в 4 километрах от места апрельского обвала 2019 под дном каньона на глубине, недоступной без специального оборудования. Брайт, получив эту информацию утром, сделал единственное, что мог сделать публично. Написал открытое письмо. Не в газету, не в журнал. Он опубликовал его одновременно на 7 платформах, отправил копии в 283 университета мира и в редакции 12 крупнейших научных изданий. Письмо содержало полную карту структуры, все данные изотопного анализа, координаты из отчета 1948 года и один конкретный вопрос. Кто и когда получил содержимое отчета о сферической полости и почему эта информация не стала предметом научного исследования за 70 лет. Письмо прочитали. Реакция научного сообщества была беспрецедентной. Не потому, что все поверили, а потому, что данные были конкретными и проверяемыми. Геолог из Мельбурна подтвердил изотопный анализ на собственных образцах из аналогичного слоя в Австралии и обнаружил частичное совпадение профиля, которое он не мог объяснить, поскольку австралийский и американский известняк такого возраста не должны иметь общего изотопного источника. Норвежский специалист по архивным геологическим данным нашел в скандинавских отчетах 50-х годов 3 упоминания переданных в федеральные структуры аномалий с аналогичными пометками, но уже применительно к европейским координатам. В мае 2021-го Национальная служба парков впервые прокомментировала ситуацию публично. Официальный представитель сообщил, что все находки с места обвала изучаются в установленном порядке и что сферическая полость, упомянутая в документе 1948 года, была повторно исследована в 1963 и признана природным образованием. Документов исследования 1963 года представлено не было. Карр немедленно подал запрос на рассекречивание материалов исследования 1963 года. Ответ пришел через 40 дней. Запрашиваемые документы не обнаружены в федеральных архивах. Ланге подал аналогичный запрос через другой канал. Ответ был идентичным слово в слово, что при независимых запросах через разные ведомства статистически невозможно без координации ответов. Именно тогда к истории подключился Конгресс. Сенатор от Аризоны Рэнд Коллинз направил официальный запрос в Министерство внутренних дел с требованием предоставить полный перечень федеральных исследований в зоне Гранд-Каньона за период с 1940 по 2020 год. Министерство ответило через 80 дней. Перечень содержал 112 позиций. Из них 79 были засекречены полностью. Основание для засекречивания во всех 79 случаях было одинаковым. Национальная безопасность, раздел 7, параграф 4. Геологические данные не являются вопросом национальной безопасности. Это знает любой юрист и любой ученый. Но именно это основание стояло под 79 документами о скалах, пещерах и полостях в каньоне возрастом в миллионы лет. Томас Брайт дал последнее интервью в июле 2021 небольшому научному подкасту с аудиторией около 30 тысяч человек. Его спросили напрямую, что именно находится под Гранд-Каньоном. Брайт ответил без паузы: «Я не знаю. Но я знаю точно, что кто-то знает. И знает уже как минимум с 1948 года». После этого интервью Брайт прекратил публичную деятельность полностью. Не потому, что его вынудили. Он сам объяснил это в коротком сообщении коллегам. У него не осталось новых данных, а повторять уже опубликованное он считал бессмысленным. Все факты были в открытом доступе. Любой желающий мог их проверить. И некоторые проверяли. К концу 2021-го независимые исследователи в Бразилии, Японии и Германии провели собственный анализ доступных образцов и архивных данных. Бразильская группа подтвердила изотопное совпадение. Японские геологи нашли в собственных архивах упоминания аналогичной переданной аномалии на Тихоокеанском побережье. С той же стандартной пометкой и тем же отсутствием последующей документации. Немецкая группа сосредоточилась на геометрии тоннеля и опубликовала математическую модель. Вероятность природного формирования тоннеля с такими параметрами в известняке данного типа составляла 1 миллиард. 1 миллиард. Это не метафора и не преувеличение. Это результат расчета, опубликованного в рецензируемом журнале и не оспоренного ни одним контррасчетом. Тропа в районе обвала была открыта для туристов в октябре 2019-го, через 6 месяцев после событий. Полость, в которой нашли прямоугольный блок, была засыпана и укреплена как нестабильный геологический элемент. Официально это объяснялось соображениями безопасности. Тоннель Соло по-прежнему закрыт для посещения. Запрет действует бессрочно. Спиральный объект, который исчез из реестра находок, так и не появился
ни в одном публичном документе. Смитсоновский институт на прямой вопрос журналиста ответил, что не располагает информацией об объекте с таким описанием. Источник, сообщивший о его передаче в институт, свою личность так и не раскрыл. Карен Лью вернулась к публичной деятельности в 2022. Она начала преподавать в другом университете и специализируется теперь на кембрийской фауне Китая. В одном интервью ее спросили о Гранд-каньоне. Она ответила, что подписала соглашение о неразглашении как условие продолжения научной карьеры. Это было первое и последнее ее публичное упоминание об этом. Соглашение о неразглашении для геологических данных. Из национального парка Виктор Ланге продолжает вести свою базу данных аномалий. Хотите узнать, что еще скрывает Гранд-каньон, кроме камней и секретов? Загляните на наш сайт whiteori.com, там есть еще много интересных историй, которые не попали в официальные отчеты. Ссылка в описании. По последним известным данным, она содержит уже более 300 точек на 6 континентах. Объекты, которые в свое время получили природные объяснения и были закрыты для дальнейшего исследования. Он не публикует эти данные. На вопрос «почему?» ответил коротко: «Потому что я хочу продолжать работу». Вопрос, с которого началась эта история, звучал просто: что нашли под рухнувшей скалой в Гранд-каньоне? Ответ, который можно дать на основе задокументированных фактов, выглядит так: прямоугольный блок с геометрически точными бороздами возрастом 270 миллионов лет, окаменелости позвоночных в слое, где их не должно быть, тоннель с параметрами, вероятность природного происхождения которого составляет 1 миллиардную и сферическую полость диаметром 60 метров на глубине 190 метров, известную федеральным структурам с 1948 года. Все это находится под одним из самых посещаемых природных объектов на планете — каньоном, который ежегодно видят 6 миллионов туристов. Они фотографируют закаты над красными скалами и не знают, что у них под ногами. Вопрос, на который у науки нет ответа, а у правительства есть, но оно его не дает. Апрельский обвал 2019-го вскрыл полость случайно или не случайно. Это зависит от того, насколько случайным вы считаете совпадение координат центральной точки структуры и места обвала с погрешностью в 4 километра. Скала упала, и то, что было под ней, оказалось не просто камнями.